Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі, а я з України. 25-й день войны, Украина сражается. Сегодня поговорю тоже о войне. Оказывается, есть внешний враг. Рашисты напали на Украину, уничтожают ее. Но мы отбиваемся и уверен, что победим. Но есть и внутренние враги. Я на днях поднял тему причины гибели самолета АН-225 «Мрия». И данные события развиваются с очень огромной скоростью. Приблизительно со скоростью движения Интерсити Экспресс, он же АЙС. Это поезд, который передвигается по железной дороге Германии. Видно, что эти события очень сильно задели многих. А это может означать только одно, что попали прямо в точку. Вчера произошли события, я уже вчера рассказал, которые... Кроме этого, был выпущен приказ по предприятию, в котором меня снимают с должности. Вроде взрослые люди, а действуют как дети. Я сейчас вам покажу приказ без купюр. А сейчас покажу приказ, который был оглашен для летного состава, немножко в видоизмененном виде, буквально как документы суперсекретные Второй мировой войны или же какие-то шпионские документы. Если вы внимательно почитали, то очень хорошо видно, что люди, составляющие данный приказ, не очень дружат с логикой. И, соответственно, много противоречий в данном приказе, много противоречий. Вы видите, кроме меня в данный приказ попал Андрей. Он у нас занимается коммерцией в авиакомпании. И такое ощущение, подписавший и люди, составляющие, думают, что коммерсанты и летчики абсолютно тупые, читать не умеют и анализировать ничего не умеют. И совсем ничего не понимают. Именно в этом контексте, вчера, пробегая мимо телевизора, попал на канал Эспрессо ТВ и там увидел летчика, пилота, эксперта малой авиации, который был приглашен на это телевидение, Геннадий Хазан. И он давал аналитическую оценку моим действиям. Он вначале отозвался, вроде как летчик неплохой, но в остальном интеллекта, знаний у него значительно не хватает. То есть он не может анализировать и прочее, прочее. То есть оценка довольно высокая. Поэтому немножко напоминаю и Геннадию, и для всех остальных для информации. Я почти 30 лет работаю на государственном предприятии Антонов. Перед этим 8 лет отработал офицером в армии. На данный момент имею общий налет 19 тысяч часов. Из них 13 тысяч я отлетал на самолете Ан-124 «Руслан». Более 1500 часов я отлетал на самолете АН-220 «Мрия». А это сверхтяжелые самолеты. И я думаю, что не каждого пилота поставят работать на этих самолетах и доверят им в руки. Потому что самолеты штучные, их немного, их надо беречь и уметь на них летать. И также
для информации, Геннадий, наверное, он не заглядывал никуда, ничего не смотрел. Напоминаю, что высшее учебное заведение я закончил с золотой медалью. Так что, думаю, с интеллектом и умом все нормально. Вот именно из-за таких экспертов я не люблю ходить на телевидение и давать какие-то экспертные оценки, касающиеся, например, авиации. Вот произойдет какое-то событие, катастрофа, поломка. Звонят и говорят, можете прокомментировать? Это неэтично летчику, действующему летчику, пытаться оценить, пока не завершено следствие, пока не сделаны выводы, пытаться что-то делать. Поэтому нормальные пилоты этого не делают. В течение вчерашнего дня вечером читал информацию из соцсетей, мессенджеров, комментарии к видео. И, честно говоря, меня очень сильно удивили некоторые друзья из авиакомпании, удивили некоторые люди из власти. Друзья, как я думал, что это друзья, говорят, подожди, ты чего? Ты куда гонишь? Надо залечь на дно. Как же так? Ты обидел бедненьких дедушек. И это нельзя делать, потому что идет война, и ты можешь навредить. А люди из власти, кроме того, еще пытались немножечко так прессинговать, пытаться там пристыдить, рассказывать, что мои действия могут навредить военно-промышленному комплексу во время войны. И еще прокомментировали мою информацию о арестованных самолетах Волга-Днепра и тоже сказали, нет, нельзя, так сказать, вот так вот ставить вопрос, это может разозлить россиян. Я так замер, подумал, моментально как бы выпрыгнул из штанов и задаю ответный вопрос. Кого может разозлить? Я подумал, что ослышался. И если в данный момент борьба с коллаборационизмом может навредить войне, может каким-то образом навредить военно-промышленному комплексу, то у меня такое ощущение, что я там не туда попал, не в той стране живу, именно в момент общения с такими людьми, а попал в Зазеркалье, ну там, где Алиса была. Именно сейчас и надо искоренить любое проявление коллаборационизма на всех уровнях. И сейчас это легко сделать. Именно сейчас все, кто начал топить за людей, приведших своими действиями к гибели нашей гордости, символа, национального достояния самолета АН-225 «Мрия», этим людям можно смело сказать, что они тоже не правы. Вы спрашивали, чем помочь? Мне нужен хороший адвокат для того, чтобы защитить честь и достоинство. Выгорелся. Ну что, будем ждать ответных действий. А сейчас раздел «Авиация». Просто хочется вспомнить стихи Тичины. Смотрим. Ми єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я
утверждаюсь, бо я живу. Позавчера один из подписчиков прислал мне сообщение, в нем было вложение, и зовут его Роста. А в нем 3 вложения. Значит, клипы коротенькие, красивые, собраны из маленьких-маленьких кусочков. Хорошо получилось. Это про самолеты Антей АН-22, Руслан Ан-124 и Мрия АН-225. Сегодня смотрим про Антей АН-22. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. До встречи завтра. Пока.